Главные новости сегодняшнего дня. Приказом Верховного Главнокомандующего Российской Федерации за проявленное мужество и отвагу министр обороны Андрей Белоусов был удостоен звания Героя России. Помимо этого, еще несколько недель назад Андрей Ремович совершил героический подвиг. При нападении он спас своего личного водителя и охранника. На данный момент состояние здоровья Андрея Белоусова стабилизировалось. Накануне вечера в Москве известная певица 90-х годов Азиза Мухамедова выпала с балкона третьего этажа многоэтажного здания. По данным источника информации, в квартире Азизы Мухамедовой проходил праздник. Среди гостей была известная певица, близкая подруга Азизы Татьяна Овсиенко. На данный момент следствие проверяет, был ли это несчастный случай или событие произошло в результате конфликта двух певиц. Певица Азиза была госпитализирована в тяжелом состоянии. Известному телеведущему Борису Корчевникову провели повторную операцию по удалению злокачественной опухоли мозга. К сожалению, медицинское вмешательство привело к осложнениям. Во время операции был повторно задет слуховой нерв, из-за чего известный телеведущий вновь стал терять слух. Помимо этого, еще в детстве Борис Вячеславович плохо слышит на одно ухо из-за перенесенного менингита. Несмотря на проблемы со здоровьем, Борису Корчевникову удается с успехом продолжать профессиональную деятельность. Большая потеря в мире кинематографа и ушел из жизни народный артист России, сериальный актер Виктор Черношкур. Виктор Черношкур был партнером актрисы Екатерины Ковальчук в сериале «Крепостная». Актеру было 78 лет. Известный российский актер и телеведущий Тимур Батрутдинов в качестве обычного рядового отправился в зону спецоперации. 46-летний актер сделал это по собственному желанию. Тимур Батрутдинов постоянно занимается спортом и еще в молодости проходил срочную службу. Ну а совсем недавно в зоне спецоперации оказался и другой представитель шоу-бизнеса, сын артистки Марии Шукшиной, актер Макар Касаткин. В городе Курске представители Следственного комитета Российской Федерации и местного филиала антикоррупционного комитета провели обыски на рабочем месте и в трехэтажном особняке известного политического деятеля и журналиста Александра Хинштейна. Александра Евсеевича Хинштейна обвиняют в присвоении бюджетных денежных средств и финансовых средств антикоррупционного комитета в размере 250 миллионов рублей, которые предназначались для материальной помощи жителям Курской области. У следствия пока нет полных доказательств в этом преступлении по отношению к Александру Хинштейну. Однако в доме Александра Евсеевича были обнаружены ценные документы, подтверждающие, что он получил данную финансовую сумму еще в декабре прошлого года. При всем при этом на недавней встрече с местными жителями Александр Хинштейн заявил, что он не имеет денежных средств для адресной помощи жителям Курска и Курской области. На данный момент следствие проводит проверку финансовой деятельности Александра Хинштейна. К месту происшествия выехало руководство антикоррупционного комитета. Солистку группы «Демо», известную певицу 90-х годов Сашу Звереву, обвиняют в заказном преступлении против своего мужа, известного американского бизнесмена и режиссера Дэна Уилбрана. Тело режиссера было обнаружено сегодня ночью около его дома в Лос-Анджелесе. По обвинению в преступлении были задержаны Саша Зверева и два ее близких знакомых. Причина преступления пока неизвестна. Большая трагедия в жизни известного футболиста, члена сборной России по футболу Юрия Жиркова. У Юрия Жиркова погибла дочь. Чрезвычайное событие произошло 2 дня назад в городе Калининграде. По данным полиции, трагедия связана с катанием дочери Юрия Жиркова на электросамокате. Отметим, что у футболиста Юрия Жиркова и его супруги модели Инны Жирковой
4 детей. Они поженились в 2008 году. Завтра вечером на Веденеевском кладбище столицы пройдут похороны сына Николая Баскова от первого брака Бронислава, который трагически погиб 2 дня назад в Нидерландах в парке развлечений во время катаний на игровом аттракционе. К сожалению, сам Николай Викторович лично не сможет присутствовать на похоронах, так как во время катания на игровом аттракционе он сам получил травму спины. Известная российская и советская певица Алла Пугачева практически полностью лишилась своего бизнеса на территории Российской Федерации. Это случилось в результате сильных пожаров, которые произошли в 7 самых крупных заводах, которые принадлежат Алле Борисовне Пугачевой в России. В частности, службы полиции и МЧС Российской Федерации сообщают о 7 случаях пожаров в районе крупных городов Российской Федерации – Тюмени, Тольятти, Барнаула, Ижевска, Хабаровска, Ульяновска и Иркутска. Именно там находились предприятия, которые являлись собственностью Аллы Пугачевой и ее семьи. В связи с тем, что пожары на заводах Аллы Пугачевой прошли в течение одних суток в 7 разных городах Российской Федерации, представители Следственного комитета заявили, что это не несчастный случай и не случайность, а запланированная акция. В частности, практически полностью были уничтожены в результате пожара заводы Аллы Пугачевой по производству строительных материалов, пищевой промышленности, легкой промышленности, электронной, электроэнергетики и металлургической промышленности. Даже по самым скромным меркам общий ущерб от данной трагедии может составить для Аллы Борисовны Пугачевой более 100 миллионов долларов. Помимо этого стали известны последние новости о состоянии здоровья Елизаветы Галкиной и Дэни Байсарова. Дочь Аллы Пугачевой Елизавета Галкина наконец-то пошла на поправку и в скором времени даже будет выписана из больницы. А вот Дэни Байсаров, к сожалению, по-прежнему очень плох. Никакие медицинские операции не помогли отважному молодому человеку, который еще несколько лет назад спас жизнь своей сестры, отдав ей собственную почку. Лучшие врачи Российской Федерации спасли жизнь солисту группы Любэ, известному музыканту и певцу Николаю Расторгуеву. Более того, Николаю Расторгуеву стало значительно лучше. Известный артист подвергся нападению несколько дней назад в поезде Москва-Сочи. Верховный главнокомандующий Российской Федерации лично обратился к лечащим врачам Расторгуева и попросил их сделать все возможное, ведь Николай Расторгуев в начале февраля должен принять участие в музыкальной опере «Князь Владимир». Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.